Привет, Арми. Внимание общественности снова возросло, когда Тэхён наконец заговорил, вызвав волну предположений, намного превосходящую простое заявление. В неожиданный момент его короткие фразы приобрели вес, словно содержали скрытое послание о ситуации за кулисами HYBE. ARMY немедленно связали это с Бан Си-хёком, о котором в последнее время широко сообщалось как о человеке, испытывающем серьезное внутреннее давление. Спокойный, но твердый тон Тэхёна заставил многих задуматься. Не был ли это сигнал тревоги, который все это время оставался скрытым? Корейские СМИ начали анализировать каждое слово, выискивая любые пробелы в смысле, которые могли быть упущены. В этот момент в воздухе повис один большой вопрос: что же на самом деле происходит в HYBE? Все началось с слухов в индустрии о внутренней напряженности в HYBE. Хотя официального заявления не было, изменения в отношении нескольких руководителей компании начали привлекать внимание общественности. Имя Бан Си-хёка постепенно оказалось в центре внимания. Тэхён, известный тем, что редко говорит о вопросах управления, на этот раз выглядел иначе. Его заявление звучало более обдуманно, словно порождено давней тревогой. Многие считают, что это не просто личное мнение. ARMY быстро связали этот момент с динамикой власти в HYBE. Некоторые аналитики индустрии развлечений предположили, что грядут серьезные перемены. И Тэхён, возможно, знает больше, чем кажется. Сам Бан Си-хёк давно известен как дальновидная фигура, редко оказывающаяся в центре внимания из-за конфликтов. Однако его недавнее отсутствие на нескольких важных мероприятиях вызвало вопросы. Это совпадение или признак серьезных проблем? Корейские СМИ начали копаться в старых архивах, ища подсказки из прошлых интервью и деловых решений. Каждый шаг Бан Си-хёка теперь анализируется с подозрением. Публика жаждет ответов. С другой стороны, Тэхён стал более открыто говорить о давлении, которое испытывает артист. Он затронул границу между своей работой и контролем со стороны компании. Это заявление сразу же было воспринято как актуальное для текущей ситуации в HYBE. Некоторые фанаты считают, что Тэхён выражает опасения многих айдолов. Что за блестящим успехом скрывается конфликт, который никогда не выходит на публику. И, возможно, пришло время раскрыться. В социальных сетях разгорелись бурные спекуляции. Одни говорят о реструктуризации, другие подозревают конфликт взглядов между артистом и менеджментом. Имя Бан Си-хёка продолжает упоминаться в каждой теории. Однако многие защищают основателя HYBE. Они вспоминают его огромный вклад в становление BTS и их мировую известность. Как такая важная фигура могла сейчас оказаться в серьезных проблемах? Именно в этом и заключается драма. Когда видная фигура начинает подвергаться сомнению, общественность понимает, что что-то не так. Тэхён, похоже, приоткрыл небольшую дверь за более масштабной историей. Эксперты индустрии называют этот этап переходным периодом. HYBE больше не маленькая компания, а гигантская корпорация со множеством интересов. Внутренний конфликт практически неизбежен. Тэхён, как опытный артист, находится в уникальном положении. Его голос имеет вес, но также и риски. Каждое слово может повлиять на восприятие мирового рынка и фанатов. Поэтому многие считают, что его слова тщательно продуманы. Он говорит не для того, чтобы разжечь скандал, а чтобы выразить искренние опасения. И общественность это чувствует. Бан Си-хёк хранит молчание. Это молчание лишь усиливает спекуляции. В мире развлечений молчание часто говорит громче, чем разъяснение. Несколько внутренних источников упомянули разные взгляды на творческое направление. Артисты хотят свободы, компании, стабильности в бизнесе. Две вещи, которые не всегда идут рука об руку. Тэхён затронул важность честности в их работе. Это предложение было воспринято как тонкая критика чрезмерно ограничительной системы. ARMY начали читать между строк. Это начало серьезных перемен в HYBE.
Многие надеются, что этот конфликт приведет к более здоровой системе для артистов. Не к расколу, а к реформе. Имя Бан Си-хёка остается в центре внимания. Вмешается ли он напрямую или оставит этот вопрос на усмотрение руководства? Это решение определит будущее HYBE. Тем временем Тэхён решил вернуться к музыке. Но отпечаток его заявления уже запечатлелся. Публика не забудет его легко. Эйяр и Муай разделились. Одни обеспокоены, другие оптимистичны. Некоторые опасаются последствий для BTS, другие считают, что это шаг к новой, более зрелой эре. Международные СМИ начинают освещать эту историю. HYBE перестал быть локальной корейской проблемой и стал глобальным явлением. Что бы ни случилось, последствия будут широкомасштабными. Тэхёна называют символом мужества. Он осмеливается говорить, не нападая, выражать свои мысли, не выставляя на показ стыд. Сложный баланс. Бан Си-хёк столкнулся с самым серьезным испытанием в своей карьере. Речь идет не о бизнесе, а о доверии. Как со стороны артистов, так и со стороны публики. Если этот кризис реален, то, как он с ним справится, создаст важный прецедент. Корейская индустрия развлечений меняется, и HYBE находится в авангарде этих изменений. Возможно, Тэхён не хотел разжигать бурю. Но честность часто влечет за собой последствия. И эта буря уже назревает. Некоторые надеются, что Бан Си-хёк скоро выскажется. Разъяснение считается решающим для того, чтобы пресечь спекуляции. Время имеет решающее значение. Но другие считают, что молчание – это стратегия. Ожидание, пока ситуация успокоится, а затем тихое действие. Старая стратегия, но рискованная. Тэхён остается центром общественного сочувствия. Многие видят в нем не бунтаря, а заботливого артиста. Заботящегося о своей работе и своем будущем. Этот вопрос также открыл более широкую дискуссию о правах артистов. О балансе между контрактами и свободой выражения. HYBE – наглядный тому пример. Бан Си-хёк, нравится ему это или нет, должен смириться с меняющимися временами. Новое поколение артистов требует прозрачности. И их голоса становится все труднее заставить замолчать. Тэхён сделал свою часть работы, высказался так, как мог. Остальное теперь в руках менеджмента. Публика ждет следующего шуга. Приведет ли это к открытому конфликту или к мирному диалогу за закрытыми дверями? Никто не знает наверняка. Но напряжение реально. Одно ясно, HYBE больше не находится в безопасной зоне. Каждое решение будет тщательно проверяться. И каждое слово артиста теперь имеет долгосрочные последствия. Когда Тэхён наконец заговорил, он, возможно, не хотел никого унизить. Но его заявление уже открыло дверь. Теперь все взгляды прикованы к Бан Си-хёку. Все ждут, ответит ли он или оставит вопрос без ответа.